Всем привет! С вами Елена и это канал Вот бы мне. Это очередное видео про развитие нашего канала и о том, каких результатов нам удалось добиться на канале в марте. Я расскажу и покажу, сколько за этот период мы набрали просмотров, новых подписчиков и, конечно же, сколько YouTube заплатил нам за просмотры. Ну а в конце, как и обещала в прошлом видео из этой рубрики, мы посмотрим, кто был ближе всех к реальной цифре в комментариях. И те, кого я отмечу, пожалуйста, свяжитесь с нами, мы отправим какой-нибудь сувенир по почте в любую точку мира. Итак, поехали! Как вы помните, в середине февраля на нашем канале включилась монетизация, и за эти полмесяца на просмотрах мы даже успели заработать $51. В глобальном смысле цифра, конечно, небольшая, но для такого маленького канала, как у нас, это очень хороший результат. Мы находимся только в начале нашего пути, а потому я уверена, спустя время эта цифра увеличится в десятки раз. Подробную статистику за февраль вы сможете посмотреть в другом видео, подсказка на которое сейчас появится вот здесь и в описании под этим видео, а сейчас более детально разберем цифры за март. Итак, в марте, в отличие от февраля, не было видео, которые набрали значительно больше просмотров, чем обычно, а потому показателей, которые сильно бы нас удивили, не было. Связано это с тем, что в марте каких-то очень хороших или очень плохих новостей не было, как это было в феврале, а потому интерес к новостным роликам был меньше. Ну и конечно, многие из наших видео сезонные, и большинство людей уже заполнили DS-260, подготовились к медосмотрам и собеседованиям, а потому количество просмотров поубавилось. Через месяц, когда объявят результаты DV 2022, я думаю, большое количество наших старых роликов вновь станут актуальными, и это даст дополнительный толчок развития каналу. Но в марте не было и видео, которые набирали очень мало просмотров, как это бывало раньше, и это очень хорошо. Самым непопулярным видео за март оказалось видео как раз из этой рубрики про заработок за февраль, но это и так было понятно, ведь основная тематика канала совсем другая. Мы делаем эту рубрику для историй, но конечно со временем и эти наши видео помогут в развитии других каналов, ведь мы делимся знаниями и ценным опытом. В марте мы выпустили 11 видео, даже несмотря на то, что весь месяц мы готовились к переезду, закрывали незаконченные дела и времени у нас было не так много, как хотелось бы. Мы сделали 4 видео длиннее 8 минут, а такие видео при правильной настройке рекламы приносят больше денег, чем короткие новостные выпуски. Мы будем стараться делать больше длинных видео, но не переживайте, это не значит, что мы будем просто растягивать время, забивая его ненужной информацией. И конечно, все новостные видео, как и раньше, мы будем делать информативными, но в максимально сжатом формате. Общее количество просмотров на нашем канале за март составило 64 тысячи просмотров, а время просмотра 3400 часов. Самым просматриваемым роликом стало видео про выход визового бюллетеня на май и набрало почти 8 тысяч просмотров. А самыми просматриваемыми видео, которые мы загрузили раньше, инструкции по заполнению анкеты DS-260 и DS-160 и еще несколько видеоинструкций на тему лотереи Green Card. Такие видео, в отличие от новостных, для нас в долгосрочной перспективе намного полезнее, но мы стараемся в комментариях следить за тем, что интересует вас на данный момент, и выпускать актуальный контент чаще. Цена за 1000 монетизируемых просмотров выросла и теперь в среднем составляет $2.99, и что самое главное, продолжает расти. Для русскоязычного сегмента YouTube это очень хорошие показатели, а значит мы двигаемся в правильном направлении. Но, как вы знаете, не все просмотры оплачиваются, и на нашем канале монетизируемых просмотров меньше половины. Если вы не досматриваете видео до конца или перематываете его, это не только не позволяет заработать на просмотре, но еще и ухудшает статистику канала. Ведь алгоритмам YouTube очень важно видеть удержание аудитории на видео, а потому будьте умницами, досматривайте наши видео до конца, ведь мы стараемся. Кстати, количество подписчиков за март увеличилось почти на 1000, и это очень круто. Ведь первую 1000 подписчиков мы набирали почти 7 месяцев, а теперь столько новых зрителей к нам приходит ежемесячно. Я думаю, уже в этом году наш канал перешагнет отметку в 10 тысяч и дела пойдут еще лучше. Ну и барабанная дробь. В марте на просмотрах мы заработали $71.55. Сумма небольшая, но это примерно тот результат, который мы ожидали.
ближайшие месяцы на более внушительные суммы рассчитывать точно не приходится, так как аудитория канала, хотя и растет с каждым днем, все равно еще очень маленькая. Сейчас для нас самое главное сделать просмотры на канале более-менее стабильными, и чтобы видеоролики смотрели не только в день выхода, но и в остальные дни. Потому что, как видите на этом графике просмотров, пока что перепад между днями, когда мы загружаем видео, и днями между загрузками очень большой. Хотелось бы, чтобы наши видео, включая ранее загруженные, смотрели чаще. И, как я уже говорила, ваши просмотры, их длительность, лайки и комментарии – единственные инструменты для продвижения и роста канала. Как и в прошлом месяце, больше всего YouTube платит нам за зрителей из США. На втором месте Россия, а третье место в этот раз занял Узбекистан. Зрителей из США у нас пока немного, и доля просмотров составляет всего 6% от общего количества просмотров, но все равно это отличный результат. К нам постоянно добавляются зрители из новых стран, и мы делаем все возможное, чтобы просмотр наших видео был удобным и возможным даже для тех, кто русский язык знает плохо или не знает совсем. Напоминаю, что практически на всех видео на нашем канале доступны субтитры, которые можно включить как на компьютере, так и на телефоне или планшете и читать весь текст на самом удобном для вас языке. Как включить субтитры и перевести на интересующий вас язык, я подробно рассказывала в инструкциях. Подсказки будут тут и в описании. Несколько дней назад мы запустили новую рубрику, которая, я надеюсь, вам понравится, и как результат привлечет новых зрителей на канал, а значит показатели за апрель будут не хуже, чем за март. Кроме того, мы приложим максимум усилий, чтобы выпускать видео чаще. Мы всегда рады советам и критике, и ко многим адекватным комментариям мы, конечно же, прислушиваемся, и как результат, качество картинки и, главное, звука стало намного лучше. Мы купили отличную систему для записи звука, но пока только учимся ее правильно настраивать, а потом еще и правильно редактировать звук. Со временем звук на канале станет еще лучше, а количество видео, записанных на улице, увеличится, а значит и картинка станет лучше. Так что если у вас есть пожелания и советы, как сделать наш контент еще более качественным и интересным, обязательно делитесь своим мнением в комментариях. Мы все читаем и даже стараемся ответить на все вопросы по мере наших возможностей и свободного времени. Ну и в конце вот список тех, кто поучаствовал в небольшом конкурсе в февральском выпуске. Я говорила, что выберу 5, но на самом деле сделала это очень мало человек, а потому мы выбираем всех, кто принял участие. Если вы нашли себя среди этих комментариев, напишите свой адрес нам в директ в Instagram, и мы отправим вам открытки из Батуми. В этом видео я также предлагаю всем угадать, сколько получится заработать за апрель, и на этот раз, надеюсь, участников будет больше. На сегодня все, друзья. Я надеюсь, вам было интересно смотреть это видео, и вы узнали что-то новое для себя. Со временем мы будем добавлять все новые и новые рубрики, но обязательно, как и раньше, я буду держать вас в курсе событий и делиться всеми самыми важными новостями на тему лотереи Green Card и иммиграции в США максимально коротко и оперативно. Если информация была полезной и познавательной, поддержите наш проект. Подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. А если у вас остались вопросы к нам, смело задавайте их в комментариях. Каждую неделю мы делимся полезным контентом, так что зовите друзей и оставайтесь с нами.